привет! Наконец-то я доделал свое приложение и буду сегодня рассказывать вам о нем, как вам снизить свои риски при торговле криптой, потом увеличить спотовые позиции нетривиальным способом, скажем так, о котором вам никто нигде не расскажет, и как использовать приложение вместо торговли мемкоинами, рынками предсказаний и так далее. Сейчас все подробно расскажу. Видео, наверное, будет довольно длинным, но кто хочет зарабатывать на рынке, нужно иметь терпение. И если хочет узнать какую-то информацию, надо досматривать до конца. Еще раз повторюсь, никто вам из колзов или инфлюенсеров об этом не расскажет. Погнали. Так, сайт. Ссылку я потом в описании оставлю. Да, здесь русский, английский. Понятно, можете почитать. Да, что я делаю для тех, кто не знает, что я вообще разрабатывал. То есть это у нас страховой продукт. Ну, там много назначений у него, который основан на опционах. Ну, не на бинарных, конечно, а на нормальных. И сейчас более подробно расскажу, как использовать. Да. Сайт почитаете. Здесь у нас подключаем кошелек. Видим все оплаты, которые у вас там были когда-то, да? Тестировал. Это моя административная панелька. Ну, у вас будет что-то похожее, да? Актив, насколько застраховались, цена активации и так далее. Даты все и статус там исполнилось, не исполнилось и так далее. Да, нажимаем кнопочку Launch App и попадаем в наше приложение. Да, что мы тут видим с вами? Если коротко, да, давайте по пунктам пробежимся, чтобы потом я уже рассказывал, как с ним работать, как использовать, да, и не было вопросов. Сети оплаты. BNB сейчас поставим. Актив, пока это биткоин, эфириум, да, потом я добавлю XRP, Solana, Doge, MNT, если кому-то надо. Не знаю, правда, кому это надо. Так, что у нас еще? Ну, в дальнейшем будет нефть, золото и прочие металлы. Фондовый рынок американский. Ну, это сильно вперед забегаем. Давайте сначала с криптой разберемся. Так, биткоин, эфир, объем защиты. То есть объем защиты это та сумма, которую вы хотите получить при наступлении страхового случая. Да, там 20 долларов, 1000 долларов, 15 тысяч долларов, не суть важно. Цена активации страховки это та цена, при которой страховой случай наступает. Да, вы сюда можете вбивать там любые, ну относительно любые, как бы в пределах разумного котировки. Здесь у нас срок защиты, ну для быстрых там 1, там 2 дня, 3. Это кто фьючами торгует, сейчас я все объясню. И обязательно смотрим, так как это еще пока все-таки бета-тестирование сейчас идет. Смотрим сюда. Вот это та дата, до которой страховка активна. Вот написано активно до 24.07, 11 часов по московскому времени. То есть это завтрашнее утро. Это один день, 2 дня. Соответственно, 25.07, там 3 дня, 26. Но если будете играться с ползунком там на дальние даты, надо всегда смотреть сюда. То есть, если ближние опционы есть там на завтра, на послезавтра, на это, есть недельные опционы, есть месячные, есть квартальные. И все. То есть, допустим, нет опционов там на 2 августа сейчас пока. Ну, то есть, понимаете, да, и он подбирает даты, вы здесь можете поставить, там, я не знаю, 77 дней,
а здесь будет 25.09. То есть вот на эту штуку обязательно обращайте внимание. Я не знаю, может вообще этот полтунок уберу. Ну, хотя, хоть убирай, хоть не убирай, как бы надо смотреть вот сюда. То есть точно день в день, как бы он вам не сделает. Ну, как бы он будет застрахован, и вы будете как бы нормально, насколько вы хотите, но как бы это вот, что касается нюансов по поводу опционов. То есть их не бывает там на каждый день все время. То есть, если вы выбрали 77 дней, а там страховка, допустим, здесь написано до 25.09, вы будете до 25.09 фактически застрахованы. Этот нюанс как бы надо учитывать. Не знаю, подумаю, может это переделаю как-то. Ну, посмотрим. Ладно, давайте, поехали. Первый вариант использования. Это снижение рисков по фьючам. Это, наверное, самый будет воспользованный метод, да, для чего будет использоваться это приложение. То есть мы его в дальнейшем, может, интегрируем в какой-нибудь PerpDex, да, прям к ним в терминал, чтобы там можно было покупать как бы страховки, страховать свои позиции. Ну, давайте не будем отвлекаться. Что мы имеем? Идем в наш терминал биржевой. Господи. Открываем его. Видим, решаем, допустим. Думаем, что отсюда цена пойдет вверх, да? Без разницы. Сейчас вот почти ровно 65. Открываем. Видите, допустим, 20 плечо. Да, ну, самое популярное, наверное, такое. Смотрим. Если мы открываем вверх, где у нас ликвидация? Открываем добавить Take Profit Stop Loss. Здесь вбиваем минус 100%. Да, но кто пользуется изолированной маржой, как бы у них понятно там какая, да, цена ликвидации и где. Кто кросс-маржу, как бы надо ставить стоп-лоссы в любом случае, даже если используем приложение, чтобы вас там не размотало. Так, получаем. Здесь я забыл. Давайте поставим, чтобы у нас маржа была $1000 для простоты расчетов. 20 000 долларов позиция, $1000 маржа. Ликвидация 61 750. Когда наступит 61 750 долларов, цена биткоина, вы потеряете $1000. Окей. Поняли. Да, идем в терминал. Здесь объем защиты ставим 1000. Ну, нам надо же вернуть $1000. Здесь ставим 61 750. Это наша цена ликвидации. То есть там вы теряете $1000, когда наступает 61 750. Здесь вы эту $1000 получаете обратно. Срок защиты, допустим, 2 дня. Ну, сейчас как бы не такая волатильность, да, чтобы на один день брать. Можно и на один день брать, как бы это будет еще дешевле, да. $32, 28. Всегда ждите, как бы, пока цифры немножечко появятся, да, то есть не сразу там обращайте внимание, то есть как это работает. Просто идет обращение к серверу биржи. Оттуда вытаскиваются котировки реально из стакана и показываются вам. Ну, то есть пинг идет там несколько раз в минуту. Поэтому подождите, пока цифры устаканятся. Да, вот $29. Да, это на один день. На 2 дня $101, 106. $106 будет стоить страховка на 2 дня. Если как бы будет 61 750, вы получите свою $1000. Можете сделать так, чтобы не $1000, а чтобы купить страховку, поставьте там $1120. Он пересчитает, вы там переплатите там $10, но получите как бы полную сумму компенсации, да, вместе с затратами на страховку. Понятно, как это работает. Жмете оформить доставку, подключается кошелек. Никаких здесь лимитов нет, то есть это вы не подключаетесь, как обычно, к смарт-контрактам, да, где у вас там прописываются здесь какие-то лимиты, да, на использование там ваших средств. Нет, здесь вы как бы с кошелька кидаете на кошелек, то есть вы кидаете на биржевой кошелек проекта напрямую, не на смарт-контракт.
Потом чуть позже объясню, почему так. Сейчас, то есть ваши деньги сразу же поступают на биржу, и на них же выкупается этот опцион. Здесь есть ограничения по времени оплаты. Вы должны оплатить за минуту. То есть это из-за того, чтобы снизить риски для проекта. Ну, потому что цена меняется постоянно. На ваши деньги потом просто этот опцион как бы не купишь. Если вы, допустим, вот так вот нажали, пошли куда-то, ушли, блядь, чай попили, и типа такие умные, там цена изменилась, допустим, в вашу сторону. Страховка сейчас стоит дороже, и вы тут решили такие умные как бы нажать. Нет, ни хрена не получится так. В течение минуты это надо все сделать, плюс там еще есть ограничения, когда цена, допустим, падает соплей вниз, и вы такой умный, все пропало, пойду-ка я застрахуюсь. Нет, так ни хрена не будет, потому что есть там ограничения в течение минуты, он проверяет, насколько меняется цена. Если цена меняется на определенное количество процентов, то вы ничего не застрахуете. Понимаете, да? Это снижает мои риски. Ну, мои риски вообще всего проекта как бы делает его более устойчивым. То есть, когда у вас уже, если аналогию провести, полдома как бы сгорело, страховаться уже поздно. То есть, это надо страховать все заранее, а не когда летит там сопля, да, и там меняется в минуту там на 0,5% цена. Все, с этим поняли. Минута на это, то есть, решили, нажимаем, тыкаем оплатить. Все, никакого доступа там к вашим деньгам ко всем нет, как бы мы не запрашиваем никакие лимиты или еще что-то, определенная сумма, вот эта сумма просто переводится на биржевой кошелек, все. Вы потом это все переходите сюда, и это у вас здесь в личном кабинете все отображается, что вы там купили там и так далее, ну, соответственно, при подключении кошелька. Так, с 20 плечами определились. Второй вариант использования. Ну, как бы это поняли, да, если 2 дня. И если там где-то цена зависает между уровней, там еще что-то, как бы понятно, что страховка как бы, сгорает. Если там 61 750 не наступило, вы тоже как бы это должны понимать. Да, ну давайте для примера как бы посмотрим, а сколько сейчас цели. Сейчас, допустим, 65 тысяч, да, цена, я имею в виду соотношение к прибыли. Ну, допустим, куда она может уйти? Давайте 68. Ну, хотите 67, давайте. 67 тысяч, если наступает, мы получаем 615 тысяч долларов прибыли. Из них, как бы, мы застраховали, за страховку отдали 100 долларов. Понимаете, да, соотношение, как бы, ну, не такая уж и дорогая страховка, чтобы снизить ваши риски. Давайте 66 500. Ну, 460 долларов вы заработаете. Ну, то есть, вполне приемлемых денег стоит страховка, там, не каких-то баснословных. Это что касается, там, на 2 дня. Второй вариант использования, это если вы открываете позицию сразу. Небольшой лайфхак вам. Если мы не угадали, бьем позицию на 2 части, причем, как бьем? Условно, значит, ну, берем 1000 долларов всю тоже, что я про 1000 долларов буду сейчас рассказывать, чтобы вы потом, как бы, это можете, короче, пересчитать на свои. Слово вылетело из головы. Так, берем 400 долларов, открываем позицию. Да, допустим, в лонг. С 20 плечом. Ждем. Если будет минус 100 долларов по этой позиции, туда докидываем еще. Это я сейчас про внутридневную торговлю как бы рассказываю. Там, полускальпинг такой. Докидываем туда еще. Ждем, когда по общей позиции не будет там еще минус 100 долларов. Да? Итого у нас получается какая-то там цена. Ну давайте, если мы берем в лонг, то у нас средняя там будет, ну пусть 64 500 приблизительно. 64 600. Да, и мы страхуемся от нее на 1000 долларов. Это что нам дает вообще?
Нахрена так делать? Это нам дает, что нам может страховаться и вообще не надо будет. То есть, если у вас с первой суммы в $400 уходит все это в плюс, и вы не докупаетесь, или второй раз докупились, там, оно не ушло там еще в минус $100, да. То есть вы страховку не покупаете сразу, не идете там страховаться. Если у вас эта позиция, как бы вы определились и выбрали правильно, ну, то есть сейчас вот по сути что мы имеем, да? Где нам надо было бы покупать? Вот здесь бы мы, допустим, покупали, что он как бы кольнет вот эту ликвидность и уйдет выше. Да, вот вы здесь взяли, здесь там чуть докупили. Если как бы он пошел ниже, то все, пипец, мы пошли на обновление лоя. И уже тогда покупаем страховку, да, есть опасность, что мы встряли с этой позицией. Ясно. Да, с 20 плечами разобрались. Но у нас как бы будет, и что мы с $400 с первых, у нас как бы все пойдет в нужную нам сторону, и мы как бы сидим довольны и собираем профит. Да, и при этом мы знаем, как бы, что мы делаем, если пойдет против нас позиция. То есть, понимаете? Потому что начинающие трейдеры, они ни хера не знают, что делать, если против них как бы идет позиция, у них нету этого плана. Они как бы сидят, как бы либо это усреднение, да, какое-то без стоп-лоссов, без ни хера. Либо это вообще как бы все, оно пошло против тебя, все, мы сидим и надеемся, что как бы оно развернется когда-то. Да, нет. К сожалению, в 90% случаев ничего не разворачивается и вас ликвидируют. Так, ладно, погнали. 10-е, 20-е плечи, не знаю, на каких вам объяснять. Ну, давайте 10-е плечо. Что делаем? Чтобы нам постоянно не страховаться. Понятно, что при такой волатильности, да, там условно, где у нас там ликвидация по 10 плечам. Ликвидация у нас на 58 500. Чтобы нам сейчас 58 500 застраховать, да, ну когда мы туда можем прийти? Ну через неделю мы можем туда прийти, да. Ну пофигу, давайте 58 500, да, сколько? 58 500. 5 сек. Куда ты, господи, скачешь? А, я не нажал, сорян. Да, 58 500, ну давайте смотреть 59. Идем, забиваем 59. 59 тысяч, забиваем 1000 долларов, да, неделя это 31 там плюс-минус. Дергаем ползунок, чтобы у нас вылезло 31.07. Вот, вылезло. Стоимость у нас будет 205 долларов или 20%. Да, за неделю может упасть. Ну, в теории как бы может. Ну, давайте более сделаем оптимальное решение. Как бы зачем нам сейчас платить там 205 долларов. Ну, для меня-то это плюс, конечно, платите. Я не против, но я пытаюсь с вами быть честен и откровенен и научить вас как бы нормальным каким-то вещам, а не всякой херне, как делают там большинство инфлюенсеров. Я себя инфлюенсером не считаю. Идем, 10-е плечо у нас. Консервативный вариант. Бьем также позиции на 2 части. Открываемся. Не покупаем, ничего не страхуемся, открываемся, спокойно уходит в минус, усредняем, сидим еще чуть-чуть, уходит опять в минус, идем. Когда идем? Давайте так. Идем, когда у нас будет минус 50%. Идем страховаться. Минус 50% это у вас будет примерно соотношение такое же, как при 20-х плечах изначально. Да, то есть идем, страхуем на 2 дня. На 2 дня будет страховка примерно 10%, 100 долларов. Ну, вы страхуете как бы общую сумму вашу. Да, при этом вы застрахованы на 90% от убытков. Сейчас я вам расскажу, откуда берется 10%. И от зависания цены. То есть 10% это если будет сквиз, прям жесткий.
Ну, допустим, вы пока еще там позу полную не набрали, открыли там первую позицию, сидите, ждете, там небольшой минус, да, ушли, открыли вторую позицию, и здесь вы не застраховались, и наступает какой-то, не знаю, не буду материться, да, черный лебедь наступает, резкий. Да, и биткоин уходит там одной свечой минус 10%. Ликвидация. Все. Часто ли такое бывает? Нет, не часто. Это бывает там, ну, что вот прям резкое, без причины, как бы вот просто так. И на 15% сразу, на 10. Ну, бывает, может, раз в год, и то не каждый год. Поэтому здесь как бы решайте сами ваши риски, как бы стоит это делать, не стоит, как бы меньше проливы бывают часто. Да, там по 5%, по 3-4% за день, как бы, пожалуйста, сколько угодно. Таких случаев в течение года. Здесь риск такой остается, если вы будете набирать лесенкой, как бы, ну, может быть, поэтому, наверное, не стоит весь депозит, как бы, пихать в позицию. Никогда. То есть максимум, если вы как бы страхуетесь с помощью приложения, да, моего, ну, наверное, это 30%. 30% от депозита как бы можно, при том, что вы, ну, страхуете сразу. Можно так делать, это вам дает как бы большую, наверное, возможность заработать, да, без стоп-лоссов. Ну, даже со стоп-лоссами, как бы, да, заходить там на 30% депозита в одну позицию, ну, дурость. Здесь все-таки риски снижаются немножечко другими способами, да, что может пойти не так. Да, если вы застраховались, допустим, почему нельзя 100% депозита как бы вылупить, да, и застраховать, и типа сидеть такой умный и довольный. Если все было так просто, цена может зависнуть. Ну, то есть она может никуда не пойти. То есть проходит 2 дня, вы как бы открыли позицию, купили страховку на 2 дня, да, но никуда ничего не пошло. Бывает так? Ну, бывает. Особенно как бы вот перед выходными ничего не делайте никогда. Ну, либо уже в выходной, потому что в выходные, да, бывает движение, а бывает как бы нет никаких движений. То есть это опасно, особенно вот пятничной позиции. Это не надо в пятницу ничего делать. Ну, если у вас есть открытые, надо постараться их закрыть и все. Так, отвлеклись. Что мы имеем? Ну, то, что никуда не идем. Ну, не идем, не идем. Как бы придется страховаться повторно, да, тратить какие-то деньги. Либо чуть-чуть пошли вниз, зависли, ни туда, ни сюда. Как бы тоже эти риски есть, как бы не бывает на рынке стопроцентных методов заработка, да. Поэтому здесь тоже нельзя открывать позицию. Там, ну, 30% от депозита, как бы, ну, нормально, можно тоже поменьше. Да, если что-то случилось, вы как бы достраховываетесь, если там никуда ничего не пошло. Ну, либо закрываете позицию и ждете, пока рынок там отдуплится и куда-то пойдет до более понятных там уровней там, и так далее. Так, с плечами я думаю, что разобрались. Ну, пятые плечи как бы понятно. Схема примерно такая же. Да, покупаете лесенкой, делите на несколько частей, потом, когда понимаете, что все пропало, уже идете страховаться. Да, когда там до точки ликвидации останется там 3-4 тысячи. Ну, про биткоины я сейчас говорю. По эфиру там сами прикиньте примерно там. Плюс-минус они одинаково ходят. Понятно. Но здесь и есть риски. Когда же был-то? Февраль, декабрь. Че, когда вот прям сопля прям жесткая была. Сейчас мы посмотрим. Прям жесткая была. Это я вам сейчас чуть попозже, когда будем другой момент рассматривать, как можно хеджироваться. Вот он этот день. 120, 100. Сколько процентов? 16% за день. Что-то октябрь. Какие плечи ушли? 20 ушли, 10 ушли. Ну, вплоть до 5.
Да, но это не окончилось, это как бы пошло же вот еще все сюда. То есть выйти-то не дали никому, которых сразу не ликвиднули. Вот оно ушло на 35%. Без там каких-то глобальных отскоков, чтобы можно было там выскочить. Ну, вроде вот этот день же, да? Больше таких не было же безобразий в последнее время. Ну, вроде нет. Да, это этот день. Дальше я вам там, когда будем другие схемы рассматривать, расскажу про другие. Так, все, с фьючами, я думаю, что понятно все. То есть встаем в наиболее вероятную сторону, да, по графику, потом смотрим по теханализу там и так далее. Что встали. Ну, чтобы по фьючам как бы больше заработать. Но если мы не угадали, то вернуть свое. Ну, там можно, понятно, что вы можете как бы на 1000 встали, допустим, в одну позицию, ой, в эту, по фьючам. Ну, и чтобы, типа, время прошло, а мы ничего не заработали, только забрали свое, вы можете застраховаться на 1500. Ну, то есть 500 у вас там будет та же прибыль. Здесь, ну, немножечко математику как бы считайте и головой немного думайте. Это все-таки, ну, приложение не для тех, у кого там одна извилина в голове. Немножечко надо все равно думать своей головой. Так, ладно, все, погнали дальше. А то реально сейчас будем записывать на 2 часа. Второй метод, спот. Что нам делать со спотом? Как мы можем использовать приложение? Мы там набираем по DCA или там еще как-то. Спотовые позиции, фьючи мы не трогаем, мы типа умные. Денег у нас до хера. Как бы даже там 2 икса в год дает. Это уже для нас нормальные деньги. Идем. Допустим, у нас с вами есть один биткоин по цене 65 тысяч сейчас. Да? Для простоты расчетов. Что мы думаем, что мы такие умные, угадали цену, и сейчас все пойдет вверх. Но нам надо немножечко снизить свои риски. Ну, точнее, кто спот держит, нифига они не думают. Но думать надо. А что будет, если цена опустится до 50 тысяч? Может ли она туда опуститься? На 15 тысяч упасть? Да легко. Мы вот за последние полгода видели это 3 раза. И не бывало и не на 15 тысяч падало. Ну и вот. Что он думает? Ну, у кого как бы не на всю котлету заходит, они докупают по DCA. Да, ну, либо упадет, ну, что делать? Докуплю еще, как бы, вот, средний у меня там будет 60 тысяч. Я, как бы, ну, ничего страшного. Мы будем немножечко умнее с нашим приложением, как бы нахрена нам так делать, да? 50 тысяч, это у нас просадка с одного биткоина, пятнашка, 15 тысяч. Идем, забиваем 15 тысяч, раз, 50 тысяч, сюда 2. Смотрим. Так, подождите, что мы смотрим-то? Смотрим середину августа. Обычно у нас как бы движ идет. Ой, движ Париж идет в конце месяца, в начале следующего. Большие проливы. Ищем 14 августа. Ищем 4. Так, блядь, с ползунком надо, конечно, что-то делать. Ползунок работает не так, как задумано. То есть из-за чего задержкой показываю вот эти вот какие-то левые цифры. Из-за того, что идет обращение к бирже. То есть оно не рассчитывается там где-то внутри программы, там какие-то непонятные котировки там, по непонятным формулам. Ну, он делает, ну, как бы он считает, что нужно купить, делает запрос на биржу и уже с биржи ждет ответа, да, котировок, поэтому это все вот прыгает и, ну, наверное, можно что-то с этим сделать. Ладно, нашли 14 августа.
Стоимость $800. Что мы получаем? Если оно падает, получаем 15 тысяч. Итого, у нас есть портфель. Давайте рассмотрим варианты. Да. Вот начинается август. У нас все это валится на 50 тысяч. А 50 тысяч, я напомню, что мы ожидали их. То есть они не какие-то эфемерные и непонятные, они очень даже могут быть. И не только 50, а 48. Ну, давайте 50 цифра красивая. Должны ее как бы к ней прийти. Стоит это нам $800. Много это, мало. Это у нас чуть больше, чем 5% от того, что мы получим. Но плюсы на этом не заканчиваются. Что мы можем здесь сделать? Допустим, у вас один биткоин. Цена падает на 50 тысяч. Вы получаете эту пятнашку в качестве компенсации. То есть вы ничего не потеряли. Да, у вас также остался один биткоин плюс 15 тысяч долларов деньгами живыми. Что делаем? Берем и на эти 15 тысяч долларов покупаем еще биткоин. Это у нас будет 30 плюс там, с небольшим процентов. Правильно? Правильно. Думаю, что не сильно. Да, ну давайте посчитаем. Так. Давайте посчитаем. 30%. 50 делим на 100. Это у нас будет 500. Господи, где буковка С-то тут? 500, 15 тысяч. Делим на 500. 30%. Ну, допустим. 30%. 30% это 0,3 биткоина. Короче, за $700, за 800 мы с вами получаем 1,3 биткоина, который отрастает, и мы становимся богаче. Выгодно? Выгодно. При DCA что бы было? При DCA было бы, если бы курс спустился бы вниз, вы бы там покупали, ну где бы вы покупали, наверное, 60, 55, 50. Да? Средняя какая была там? Условно 50. 50 там 8. Да, допустим, я не знаю, там какими объемами одинаковыми, не одинаковыми вы там будете покупать, да? Но у вас бы явно не было бы 1,3 биткоина. Да, вы получили 0,3 биткоина, по сути бесплатно, за $800 вы их получите. За $800 вы получаете 0,3 биткоина. Нормальная тема? Нормальная. Вопрос как бы, будет ли падение? Давайте идем на график. Будет оно, не будет. Как бы мы с вами не бабки-гадалки. Да, никто не знает, будет оно или не будет. Он может развернуться сейчас и уйти как бы на 71. Из 71 упасть. Никто не знает. Но у нас с вами есть наш график. Да? Смотрим. Большие проливы. Конец октября. Ну, как бы оно началось здесь. Да, можно было условно и в конце сентября. Да, ну, здесь не так прикольно было бы. Хотя тоже, в принципе, нормально. Да, 118, 100. Ну, то есть на 15 тысяч как бы он упал. Да, здесь октябрь, ноябрь. 14 ноября. 93. 111. Упал на 15 тысяч. Упал. Дальше идем. Так, это у нас, подождите, какой месяц был? Октябрь. Ну, ноябрь. Здесь ноябрь. Здесь у нас октябрь. То есть 2 месяца мы могли поймать спокойно эту штуку. Дальше у нас боковичок. Боковичок у нас длится. Следующий пролив у нас в конце января. Да, помним, октябрь,
Ноябрь мы поймали, декабрь нет, январь нет. Пошел пролив. Пятнашка была здесь, 90, 60. Черт знает сколько здесь было. Идем дальше. Сюда. Есть пролив? Есть. Короче, проливы идут либо раз в 3 месяца, либо чаще. Да. Либо если там начинается у нас бычка, то никуда проливов никаких нет. Да, есть коррекции, мы их не ловим, но как бы вы, ну, условно, недополучили прибыль там в размере 800 долларов. Даже если не 800, считаем, раз в 3 месяца пролив. Понятно, что мы не знаем, в этом месяце он будет, в следующем. Мы можем как бы просто считать. Да, 800 долларов. 800 долларов на 3. 2400. 2400 и 0,3 биткоина. Ну, 2400, ладно, давайте по-другому 0,3 биткоина, чтобы не путаться. 2400 и 15 тысяч. Нормально? Ну, тоже нормально, даже если мы в первый месяц не угадали. Согласитесь. Да, 2400 от 15 тысяч. Это там, ну, 15%. Нормально? Ну, нормально, что не нормально-то. Все, со спотом разобрались, как увеличивать портфель. При этом не очковать. Кто не хочет портфель увеличивать, как бы возвращает свои деньги. Да, у него портфель как бы находится в стабильном состоянии, я имею в виду по деньгам. Ну, либо он просто кладет пятнашку, едет там на Мальдивы, балдеет, да, как бы и все. Погнали дальше. Дальше вот еще интереснее будет у нас тема рынки предсказаний. Рынки предсказаний, которые, как он там называется, колши и второй, ну вы поняли. Да. Ну у них понятно, что у них там и на спорт ставки, и на это, и ладно, нам так похрену. 1000 баксов вбиваем. Вбиваем один день. Подождите, господи. Сюда вбиваем, допустим, 62 тысячи. 62 тысячи, сейчас курс там 65. Ну, на 3000 меньше берем. Один день. До 24-го 36 долларов сейчас стоит. Это страховка. Да, ну сейчас волатильность, скорее всего, поднялась. И вон это. Подождите. 5 секунд. Да, там буквально до американской сессии я потому что смотрел, было дешевле. Когда, давайте еще лайфхак. Когда лучше всего страховать? Страховать лучше всего до 15 часов. Потому что потом американская сессия начинается, возрастает волатильность, опционы дорожают. Соответственно, вот эта вот штука стоила, я на 61 ее смотрел, 12 баксов она стоила, буквально там 3 часа назад. Ну-ка, что у нас там, правда, по графику волатильность какая-то прям. Ну, чуть-чуть льемся. Ну, чуть-чуть льемся, и, соответственно, у нас путы подорожали, понятно. В общем, если бы вы это делали бы до обеда на 62 тысячах, стоило это все, господи, 12 баксов стоило. Ну ладно, сейчас стоит 36. Будем работать с тем, что есть. Это у нас просадка на 3 бакса. На 3 бакса коэффициент у нас получается
27 иксов. Ну, почти 28. 28 иксов. И это вам не мемкоин какой-то, да? Это понятная штука. Как она работает, тоже понятно. Да, то есть никаких нежданчиков тут как бы нет. И немного отличается. Понятно, что от Kalshi там и так далее. У них там тоже есть ставки там на 5-минутный биткоин, там еще на какую-то шляпу. Но они там рассчитывают, исходя из кто в лонг, кто в шорт. Да, коэффициенты. Здесь как бы схема другая. Здесь ты как бы опционами. Это, ну, то есть здесь, вообще здесь думать не надо. Увидели 36 долларов. Сколько там получилось? 28 иксов. 28 иксов это месяц. Что делаем? Идем на график. Открываем дневки. Берем палочку. Ну, вот такой метод приблизительный. Да? Отмеряем 3075. У нас 1 к 30 есть, да? Прикладываем эту палочку к дням. Смотрим вероятность до наступления сего события в течение, допустим, месяца. Да, сколько дней мы поймаем, да? Смотрите, наверняка несколько дней в течение месяца как бы будут, когда у нас волатильность будет больше 3000. Дальше вы сидите, думаете, ну, смотрите, по каким дням. Чаще всего это бывает. Да, какие можно выкинуть. Выкинуть можно, скорее всего, в выходные. Да, то есть у вас останется в течение месяца 21 день. Ну и строите математическую обычную вероятность. Да? Если бы вы делаете это забыл я еще сказать вам. Да, при этом смотрите на бирже спецификации, когда у них считается конец дня, начало следующего, по этим свечам, если вы будете смотреть. Да, закладывайте в любую ишку. Он вам как бы сразу скажет, сколько дней было в месяце, допустим, когда биткоин проходил 3000 там, и так далее. Все это можете чуть-чуть, применив логику и голову, рассчитать и сделать математическую систему на этом всем. Ну, вы же там можете не только посмотреть там 3000, можете 4000 посмотреть, да, и прикинуть, сколько раз там в месяц это бывает, такая волатильность, да. Давайте, что я там сказал-то? Ну вот 61, если взять. $18 уже стоит, да? 18 долларов это у нас сколько? Калькулятор, где мой калькулятор? Исчез или я его не вижу? Ну, логику поняли. Скармливайте это все яишки. Он вам выдает, сколько в среднем раз биткоин ходил в месяц там на такое-то расстояние. И планомерно каждый день фигачите. Я вас уверяю, как бы он вам скажет, что это как бы имеет место быть, и вы заработаете на этом там, в течение месяца, если будете это целенаправленно делать. Да, вы же можете как бы сделать, я не знаю, 63 поставить. Да, уже, видите, уже 120 долларов стоит. Но это событие, наверное, бывает чаще в месяц. Раз количество, да. Ну, то же самое можно на эфире проделать.
Можно, если дорого, вот, давайте там. $60 000, да, это там 5000 он должен как бы упасть. Но это стоит вот $12. $12 это у нас сколько попыток там на 3 месяца. То есть 3 месяца вы можете ставить, как бы, чтобы истратить $1000, вы можете ставить 3 месяца каждый день. Спросите у Ишки, там сколько раз за 3 месяца биткоин в день падал на 4,5, ну, на 5000. Ну что, давайте спросим. Несколько раз. Ну, давай несколько раз. Сколько, я же спросил. Несколько раз. Пошел он думать. Ой. Два раза. За 3 месяца. Вот получается. Вы если каждый день это делали, да? За 2 месяца. Ой, за 3 месяца получили. Ну, плюс $1000. Ну вот. А сколько было падений на 3000? Май 4 раза, июнь 5 раз, июль 2 раза пока. Ну и это как бы не самые волатильные месяцы, то есть сейчас лето, рынок мертвый. Сколько получается? Сказал 4 раза, 5 раз, это 9 раз. И здесь 2 раза. Это на 3000. На 3000 это у нас 3000, давайте 65 минус 3000, 62. 62 тысячи. 36 баксов. 36 баксов. Ну давайте. Сколько там? 4 раза в июне. 4 раза в июне. То вы отдали $1000, получили 4000. Да, ну и либо если вам, допустим, повезло, и вы в самом начале выиграли, да, поставили вот $36 и как бы раз, или, допустим, через 10 дней выиграли. Ну, короче, поняли идею. Дальше я думаю, что сами додумаете. А в волатильные месяцы там, ну, давайте спросим там. Давайте до лета. По маю он там захватывал у нас. Да, по апрель. Январь 2 раза, февраль 4 раза, вот март 1 раз, 2 раза. Ладно. Дальше я думаю, что сами додумаете. Вот, собственно, что можно делать с этим приложением. Да, это пока что то, что я
вижу, да, что можно делать, в чем есть экономический смысл и экономическая выгода. Я думаю, что приложение получилось неплохое. Нам есть там куда развиваться еще. Ну, то есть рынок крипты это в дальнейшем будет не основной. Поэтому как-то так, ребята, заходите, пользуйтесь, как бы не бойтесь, там, если даже что-то там не получится, сейчас бета-тестирование, да, там что-то, какие-то транзакции не будут проходить, или будут проходить, таблицы не отображаться, или еще что-то, пишите мне, как бы, там, контакты мои будут. На этот никуда деньги как бы не денутся. Это деньги уходят на биржевой кошелек Байбита, да, никуда они оттуда не уйдут. Если вдруг там, допустим, не купится опцион или еще что-то, пока там идет бета-тестирование, там отладка и так далее, как бы деньги я вам все равно верну. Оплаченные. Поэтому не ссым. Ну, сильно много, конечно, кидать не надо сейчас. Пока мы там эти баги там исправляем и так далее. Так, по мелочи. Но пользоваться можно, пользуйтесь. Зарабатывайте на здоровье. Также еще напомню, так, ссылки на приложение будут в конце. Я оставлю. Второе, проб с опционами. Не забываем, регистрируемся. Что-то я там не торгую в последнее время, потому что, ну, во-первых, рефералов нету. Никто интереса большого не проявил, хотя зря, так как там есть опционы, как бы это единственный проб, который я знаю. И ссылочку тоже оставлю. Подключайтесь, наберем чуть-чуть побольше рефералов, будем с вами торговать. Будем торговать и зарабатывать. У меня, в принципе, время сейчас должно быть побольше. Я с приложения доделал. Как-то так. Все ссылки внизу. Все, всем хорошего дня, вечера. Пока.